Всех приветствую на своем канале по вязанию. Сегодня я приготовила детский комбинезончик. Вяжу такие вещички я очень редко, точнее у меня их почти нету, комбезиков. Вот, надеюсь это в скором времени исправлять. А сегодня я хочу вам показать вот такую вот модельку, которая у меня очень давно была в задумках. Я хотела именно связать комбинезон, но чтобы он представлял себе не целиковое изделие, а такой вот как бы делился на кофточку и штанишки. Штанишки у меня здесь, видите, идут вот с таким лампасиком из косичек. И на кофточке она как бы повторяется, этот рисунок, но добавляется посерединке еще тоненькие косички. А также на спинке у меня точно такой же рисунок присутствует. Но к нему я еще вернусь. Давайте я сначала расскажу, на какой возраст это связано. Примерно это идет для новорожденного, вот если носить с подвернутыми рукавчиками, до где-то месяцев 6. В среднем это 62 где-то размер. Средний такой размер, 62-68 бы я сказала. Вот, по пряже. Вязала я его из Alize Lana Gold, такой приятный серый оттенок. Это 684 код идет. В номенклатуре он называется еще пепел. Спицы, которые я буду вязать, это 3,5 на резиночке, на планку, и номер 4 на основное изделие. По весу получилось у меня где-то 260 грамм примерно на комбезик этого размера. То есть вам понадобится таких вот 3 моточка. И теперь не буду вас грузить расчетами. Не буду говорить, сколько где петелек набирать. Это очень-очень долго. У меня одно видео получилось почти на 3 часа, поэтому я его буду разбивать на 3 части, потому что очень трудоемкое изделие у меня получилось. Если штанишки и кофточка еще все хорошо, то есть понятно, то вот как я набирала планочку, а планка это у меня идет отдельно уже после того, как я свяжу капюшон. Я и посвящаю просто ей очень много времени, поэтому, чтобы не искать по видео, по длинному, по большому, который занимает почти 1,5 часа, я решила видео разбивать на более такие мелкие части. Оно и легче загружается в YouTube, и я думаю, если вы что-то потеряли, недопоняли, вам будет легче это найти. Итак, смотрите, здесь у меня, как всегда, расписано все. Также еще хочу сказать, я всегда подписываю под видео все свои действия, чтобы было легче ориентироваться. По плотности сразу скажу, это где-то 18,5 петелек у меня господи, забыла, в ширину и в длину 27,5, примерно 28 рядов. Вот где начинаются косы, там, конечно, чуть сужается полотно, это вот 28 рядов будет. Спицы я уже сказала, вес я сказала, ножки мы вяжем. Давайте по техническим теперь характеристикам пройду. Давайте вот так еще скажу. 52 сантиметра у меня длина от ножек. Это уже вместе с отворотом. Без отворота, конечно, на 5 сантиметров сразу меньше. Это примерно 47 сантиметров. То есть такой вот малышковый размер. А вот длину ножек и самого туловища я сразу вяжу. Вот особенно туловище я делаю так, чтобы оно было удлиненным у меня. То есть по мере роста ребенка, чтобы вот это не давило на подгузник. Давайте начну с самого начала. Смотрите, ножки я вяжу по кругу. То есть сначала только, как обычно, я начинаю здесь не с правой штанины, а с левой. Потому что с правой я буду продолжать вязать, объединять в одну деталь. Если во многих комбинезонах, что вы видели, много где вяжутся ножки отдельно, потом везде нитки отрезаются, здесь чуть-чуть по-другому. Поэтому вяжем сначала левую, потом правую. Объединяем, набираем 8 петелек на вот эту ширину, объединяем в единую деталь.
вяжем штанишки, продолжаем. Потом я расскажу, когда мы будем доходить до вот этой платочной вязки. Смотрите, у меня место будет тут под подгузник. То есть до начала вот этой платочной вязки, обратите внимание, будут поворотные ряды. То есть, чтобы вот такая вот у нас попка получилась, пятая точка наша хорошая. Вот. И затем я вяжу платочную вязку, обнуляю вязание, чтобы было полегче считать, и составляю рисунок, отличный чуть-чуть от штанишек, но повторяющий его узор. Вяжу кофточку. Кофточка у меня, смотрите, здесь будет легко ориентироваться. 28 рядов до проймы, 28 рядов после проймы, то есть 10 и по 10 сантиметров. 20 сантиметров идет кофточка, если кому-то понадобится эта информация сразу. Вот, плечевые швы. Плечевые швы я соединяю крючком, поэтому сейчас я вам покажу, как это вот выглядит. Видите? Вот так это будет выглядеть с внешней стороны. Петельки у меня будут оставаться открытыми. Еще здесь, знаете, под капюшон, когда я вяжу вещи с капюшонами, вот это углубление можно и не делать. Можно просто опустить пуговку, потому что шейку все равно будет хорошо закрывать за счет вот этого вот перехлеста. Поэтому, тем более для малышковых, вы, если помните, у младенцев почти нету вот этой вот шейки. У нас очень-очень она коротенькая, поэтому это не будет нам мешать. Потом я по открытым петлям набираю капюшончик, делаю прибавки. Вот насчет тоже капюшона и прибавок тоже. Подробно показала, как сделать вот такие красивые декоративные прибавочки. Далее я его сшила петля в петлю. Вот, а затем начинается часть, которой я посвящаю много времени, и своего времени много посвятила вот этой планочке. Я ее здесь использую при наборе спицы и крючок. Крючок у меня идет как спица 3,5, смотрите, вот видите, вот такая вот декоративная, как прострочка, что ли, идет. То есть она получается за счет того, что я до капюшона набираю спицами петли, затем я вяжу, обвязываю столбик без накида капюшон, и по этим петелькам уже добираю капюшон и спускаюсь, уже делаю набор спицами до конца. Потом просто вяжу резиночку, соответственно, 1 на 1. Я просто очень долго не могла сделать вот это, подсчитать правильно, то не могла, то соображала, как сделать это посимпатичней. Если честно, делаю это первый раз. В принципе, мне очень понравилось. Видите, как это смотрится интересно и необычно. Вот. И никаких швов дополнительных, что я люблю больше всего в изделиях. Вот таких вот для малышей. Вот. Отверстие делаем под пуговки, значит, в 7 ряду. Планочка у меня достаточно широкая, на 14 рядов. В 14 ряду я закрываю все петли, поэтому отворот такой хороший, широкий получился достаточно. Ничего добавлять не надо будет, никаких поворотных рядов дополнительных для отворота делать не надо. Потом добираю рукавчики, также вяжу по кругу, как и ножки. Но я здесь решила не нагружать уже рукавчики никакими узорами. Вы, конечно, можете их и сделать. Только сразу скажу, петелек надо будет намного, чуть побольше, потому что и на косы я везде делаю прибавки. Кстати, обратите на это внимание, что всегда на косы я делаю прибавки, чтобы они не стягивали полотно. Даже когда на кофточке, вот я делаю тоже здесь чуть-чуть, я делаю прибавочки, так как количество кос у меня увеличивается. И перед плечевым швом я всегда лишние петельки, прибавленные, не лишние, а прибавленные именно, всегда убираю, чтобы у меня не было таким расхлябанным плечевой шов. Вот. Рукавчики у меня просто идут тоже по кругу, как я говорила, с убавочками такими простенькими. То есть на рукавчиках вы, конечно, отдохнете после того, как закончите вот эту планку. Вот. Давайте еще раз. Я знаю, что некоторые делают себе также вот такие скриншоты, просят иногда мне показать свои расчеты. Вот, вы можете также сделать скриншот. Я надеюсь, что кроме меня кто-то их также понимает. Вот.
Здесь, ну, здесь в основном я расписываю сама для себя, где я делала прибавки. Если меня просят рассчитать на другой размер, я быстрее ориентируюсь в изделии, что и где прибавить, что где увеличить, или наоборот сузить где-то, либо связать меньше рядов. Вот. Не буду много я рассказывать. Основные моменты я зацепила, как и что мы будем делать в этом изделии. И если вам понравился такой комбезик, то, конечно, обязательно свяжите его вместе со мной. На спице 3,5 я буду набирать 37 петелек. Набирать я буду на одну спицу, не сильно затягивая нить. Если у вас тугой набор, лучше набирать на 2 спицы сразу. После того, как мы набрали нужное количество петелек, мы начинаем замыкать в круг. Смотрите, конечно, лучше взять леску чуть покороче. Делаем вот такие 2 ушка и делим петельки примерно на 3 части. Петельки я не подсчитываю, делю на глазок. Смотрите, петельку с левой спицы я снимаю и одеваю на нее петлю с правой спицы и возвращаем назад. Ниточки подтягиваем и начинаем вязать резиночку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. Первый ряд я полностью провязываю за переднюю стеночку, то есть все петельки. 2 лицевые, 2 изнаночные. После того, как я провязала первый ряд, я одеваю маркерочек и продолжаю вязать резиночку. Теперь я вяжу следующим образом. Лицевые у меня идут за переднюю стеночку, а изнаночные я провязываю за заднюю стеночку. Таким образом у меня не получается скрещенных петелек. Но еще раз скажу, что вязание способов у многих могут отличаться. Продолжаем вязать резиночку на высоту 5 сантиметров. У меня провязано 16 рядов резиночки. Теперь я сменила спицы на номер 4 и начинаю вывязывать рисунок. Смотрите, я начинаю вязание получается с левой штанишки, потому что затем мне придется нить обрезать, а после правой я обрезать ничего не буду. По ней, вот смотрите, это, если левая штанина, это идет спинка. То есть сейчас мы вяжем лицевую гладь, и у меня будут такие лампасики из 2 косичек. В видеообзоре и на фото, я думаю, вы уже это увидели. Вот, поэтому сначала мы вяжем лицевую гладь, и затем с боков начинаем вывязывать косички. До, значит, этих косичек у меня будет 11 петелек лицевой глади. И к этим 11 петелькам мы прибавим еще 2 петли и со спинки, и 2 петли спереда. Прибавлять мы будем в 4-ю и в 8-ю петлю. То есть, смотрите, мы вяжем, переходим полностью на лицевую гладь. При этом лицевой, где была лицевая, мы также вяжем за переднюю стеночку, где была изнаночная, вяжем за заднюю стеночку. Вот мы 3 петли провязали. Теперь мне нужно в 4-ю петлю сделать прибавку. Я вот так поднимаю нижнюю дужечку, вяжу петлю, теперь провязываю со спицы. Дальше вяжу 5-ю петлю, 6-ю, 7-ю и в 8-ю я делаю прибавочку. И довязываю 9-ю, 10-ю и 11-ю петлю. Теперь для удобства, чтобы не забывать, где у меня находится это,
Я на первое время повешу маркерочек, то есть чтобы отделять лицевую гладь от самого узора. И смотрите, далее у меня начинается с 2 изнаночных. Косичка у меня будет состоять из 6 петелек. Эти 6 петелек я получу из 4. Прибавку я сделаю в первую и в третью петлю. То есть из 4 петелек я получу 6. В лицевую прибавку я буду делать так. Нижнюю дужку петли я поднимаю на спицу, вяжу ее сначала и только затем провязываю петлю со спицы. Вторую петельку провязываю лицевой и в третью, по примеру, мы уже делаем прибавочку. И 4-ю я провязываю. То есть мы получили 6 петелек. Затем между косичками, 2 косички будет, между ними будет 2 изнаночных. Первая изнаночная и вторая изнаночная. И снова идет прибавочка. Прибавку также делаю в первую и в третью петлю. Это будет наша вторая косичка. Первая прибавка, вторую петлю просто провязываю лицевой и снова в третью петлю идет прибавочка. 4-ю петлю просто провязываю и заканчиваю все 2 изнаночными петельками. Теперь пересчитайте, у вас должно остаться 11 петелек. И также вяжем все полностью лицевой гладью, делаю прибавку в 4-ю и 8-ю петлю. 1, 2, 3 и теперь у нас будет прибавка просто в лицевые петельки. 5, 6, 7 и в 8-ю петлю снова прибавочка. И довязываем ряд до конца. Далее у нас начинается второй ряд. Второй ряд я провяжу вместе с вами. В дальнейшем до первого перекрещивания вы провяжете самостоятельно. То есть теперь у нас, смотрите, идет 13 петелек лицевой глади. Это уже после наших прибавочек. И начинается узор. 2 изнаночных, 6 лицевых. Две изнаночных, снова 6 лицевых и 2 изнаночных. Все. И второй ряд у нас заканчивается 13 петельками лицевой глади. И все. Теперь до перекрещивания мы с вами провяжем, получается, еще 2 ряда. То есть первое перекрещивание мы с вами сделаем в 5-м ряду. Пока провязываем 3-й и 4-й ряды. Смотрите, я начала уже вязать 5-й ряд. Вот я дошла до узора. Вяжу 2 изнаночных. И вот моя первая косичка. Косички у меня будут такие расходящиеся. То есть первая косичка будет смотреть направо, вторая будет смотреть налево. Для этого первые 3 петли снимаю на дополнительную спицу и оставляю за работой. Вяжу следующие 3 петельки. И теперь провязываю 3 петли с дополнительной спицы. Первое перекрещивание мы сделали. Вяжу 2 изнаночных. Теперь делаем второе перекрещивание. Оно у нас будет смотреть налево. 3 петельки
снимаю, оставляю перед работой. Вяжу следующие 3 петельки и делаю перекрест. Видите, они у меня расходятся в разные стороны. И заканчивается у меня все 2 изнаночными. Потом уже, когда вам более-менее будет заметен узор, вы, конечно, можете снять маркировочки. Вот. Прибавок у меня в штанишках больше не будет. То есть все прибавочки я сделала уже в первом ряду. Сейчас я довязываю 5-й ряд. И такие вот расхождения, то есть вот эти перекрещивания я буду делать через каждые 6 рядов. То есть смотрите, мы сделали сейчас в 5-м, в 6-м, вяжем затем 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и делаем в 11-м ряду. Потом в 11-м сделали 11, 12, 13, 14, 15, 16 и в 17-м делаем. Я постараюсь внизу под видео расписать все эти рядочки, в которых мы будем делать убавочки, извините, перекрещивания. А перекрещивания будут идентично делаться. То есть в первой косичке первые 3 петли мы будем убирать за работу, провязывать следующие 3 петли и только потом те, которые убирали, петельки снимали. А во второй косичке мы первые 3 петли оставляем перед работой и затем их провязываем уже в конце, после того, как свяжем вот эти следующие 3 петли. То есть ничего здесь сложного нет. Если вы запутались, просто отмотайте на 5-й ряд, как мы это сделали, и все повторите. Не забывайте только, конечно, считать ваши ряды, чтобы не запутаться. После того, как я связала первую ножку, я уже говорила, это левая сторона, я вот так переодеваю ее на 2 чулочных спицы и обрезаю такую ниточку длиной примерно 35-40 сантиметров. Оставляю ее и набираю следующую. Вяжу ее по такому же способу, только смотрите, здесь она отличается лишь тем, что она начинается как бы спереди. Здесь мы начинали вязать со стороны спинки, тут со стороны переда. Теперь мы их будем объединять в одно изделие. И почему я акцентировала внимание на том, что мы правую ножку будем вязать потом, потому что сейчас мы начинаем вязать также ножку, дойдем ее до конца и наберем петельки для соединения с этой ножкой. Ластовицы как таковой у меня не будет. Петельки мы будем набирать на вот этот промежуток только по спинке, а спереди мы уже потом будем ввязывать планочку под пуговицы. Это будет уже после того, как мы свяжем полностью все изделие. Итак, вот я связала, забыла совсем сказать, провязала я, получается, 34 ряда. Это получается от резинки 12 сантиметров, то есть 34 рядочка узора. Теперь не забывайте про все перекрещивания в косичках. Здесь у меня как раз в 35 ряду будет перекрест. Его мы делаем. И, как я уже говорила, доходим до конца ряда. Я дошла, видите, до конца ряда. Это у меня идет спинка, то есть косички у нас будут по бокам с внешней стороны. И теперь я набираю 8 петелек. Смотрите, беру ниточку, вот так вот делаю перекрещивание и эту косичку накидываю. Не бойтесь затягивать.
оно потом примет свое нормальное положение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 петелек мы набрали. Теперь, смотрите, разворачиваю ножку так. Ниточку я эту спрячу. Чтобы также вот эти косички оказались по бокам. И начинаю соединять. То есть провязываю вот так вот потуже. И довязываем, провязываем по кругу, доходим до начала вязания. Вот мы провязали полностью все до конца. Здесь спереди у нас ничего пока не будет. И мы переходим с вами на поворотное вязание. Теперь первая петля, это будет кромочная. И по изнанке мы провязываем изнаночными петельками. То есть у нас теперь будет кромочная. 12 изнаночных. Далее 2 лицевых. Косичка у нас по этой стороне выглядит изнаночными петельками. То есть провязываем 6 изнаночных. Чуть-чуть, конечно, будет неудобно вязать первые несколько рядов. Далее 2 лицевых, снова косичка из 6 изнаночных, 2 лицевых. Теперь мы провязываем ножку до конца, это 13 изнаночных. И вот у нас начинаются набранные 8 петелек. Я их просто провязываю изнаночными за переднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И перехожу на следующую ножку. Снова у меня идет 13 изнаночных и довязываем до конца. Лицевые теперь мы вяжем за заднюю стеночку, а изнаночные у меня идут за переднюю стенку. И заканчивается этот 36 ряд, получается, 12 изнаночными и кромочной петелькой. Разворачиваю вязание и снова вяжу в обратном направлении. Это у меня 37 ряд. Вязать я буду по рисунку. То есть просто вяжем вверх и делаю перекрещивание. Набранные петельки, которые у нас идут по спинке, 8 петелек, мы также будем провязывать, как и обычные петли, лицевыми за заднюю стеночку. Пока продолжаем вязать высоту, затем встречаемся и сделаем с вами такое небольшое углубление под нашу пятую точку с помощью поворотных рядов.
У меня сейчас начинается 71 ряд от резиночки. Это легко посчитать, смотрите, вот по этим косичкам. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. То есть 66 рядов плюс 4 начальных ряда. Это 70 рядов у нас провязано. Сейчас начинается 71 ряд, и мы с вами будем вывязывать удлинение по спинке, то есть место под подгузник, чтобы так вот под попу чуть-чуть было анатомически. Удлинять мы будем на 8 рядочков, то есть у нас будет по 4 поворотных петли с каждой стороны. Вот посмотрите, сейчас я вам все объясню. Я приготовила 4 пары маркировочков. Удлинять мы будем вот на этих 34 петельках спинки. То есть вот наш рисунок заканчивается, изнаночные петельки провязаны, и вот наши 34 лицевых петли. Смотрите, я начинаю расставлять маркировочки не от середины, а наоборот с концов. То есть помечаю первую и последнюю петельку лицевую. Далее снова еще беру маркировочки одинаковые. И смотрите, считаю вот вместе с петелькой маркера. 1, 2, 3, 4 и вешаю маркер. Ну, можно сказать, мы вешаем маркер на каждую 4-ю петельку. Снова считаю 1, 2, 3, 4 и вот на 5-ю. То есть между маркировочками у нас будет по 3 свободных петли. Здесь то же самое. И развешиваем оставшиеся. Снова отсчитываем вот маркер, 3 свободных петли и на 4-ю вешаем. То есть все это делаем симметрично. 3 на 4-ю вешаем. И я приготовила 2 разных маркера, чтобы было более понятно, до какого мы маркерочка будем вязать. Снова 3 петли и на 4-ю петлю вешаем. То есть между маркерочками у нас 3 свободных петельки. Вот, все мы развесили. Видите, маркер, маркер и 3 свободных. Можно развесить и через каждые 2, можно наоборот уменьшить количество вывязываемых рядов до 3, например, только точек, на 3 точках остановиться. И вот посмотрите, между вот этими крайними маркерочками у меня осталось 8 петелек. Итак, сейчас мы начинаем вязать 71 ряд. У меня вот здесь будет перекрещивание. Затем я провязываю вот эти все маркерочки и дохожу до розового маркера. И это будет первая петля поворота. Вот посмотрите, я дошла до петельки с розовым маркером. Я ее провязываю, также лицевой. Теперь переворачиваю вязание и вяжу до оранжевого маркера. Сначала я ее пересняла, эту петлю, и завожу нить назад, натягиваю. У меня образовалось вот такие 2 дужки, и я вяжу в обратном направлении. Все, довязала до оранжевого маркера. Много провязала. Вот он у меня, видите, петля. И теперь снова снимаю петлю. При лицевой петле я заворачиваю нить вперед. Также натягиваю ниточку. У меня получается вот такие 2 дужки. Вяжу снова в обратном направлении. Теперь мы вяжем до желтого маркера. То есть постепенно сначала так, потом до желтого, потом до зеленого и так далее. И пока мы будем с вами доходить
до желтого. Вот наша первая поворотная петля. Мы ее просто вот так вот, видите, сразу за 2 дужки подцепаем и провязываем лицевой за переднюю стеночку, видите? И теперь довязываем до желтого маркера. Вот она, петля провязана. Снова переворачиваем вязание. Заводим нить назад при изнаночном вязании. И вяжем в обратном направлении, также до желтого маркера. Вот наша перевернутая петля, где оранжевый маркер висел. Вот так вот она выглядит. Мы ее будем вязать изнаночной, но изнаночной за заднюю стеночку. И также надо подцепить, вот видите, обе дужки и провязываем изнаночной петелькой. И вяжем до желтого маркерочка. Вот мы снова дошли до него. Снимаем петельку, заводим нить вперед, натягиваем ниточку и вяжем в обратном направлении. Теперь нам нужно дойти с вами до зеленого маркера. Также перед этим провязывая перевернутую петельку лицевой за переднюю стеночку. И так мы будем, сейчас дойдем до зеленого, перевернем вязание, пойдем здесь до зеленого, потом голубой, голубой. Вот посмотрите, я последний раз перевернула вот эту последнюю петельку, и сейчас уже вяжу после перевернутой последней вот этой петли 71 ряд уже наконец до конца. То есть все, перевернутую петлю здесь связала. Значит, осталось, видите, у нас вот эта вот часть удлинилась. Теперь осталось сделать перекрещивание косичек, и по 72 ряду мы уже провяжем вот эту перевернутую петельку и дойдем до конца. Вот я хотела показать на примере. Вот 72 ряд у меня идет. Вот я провязываю вот эту последнюю перевернутую петельку. И теперь уже довязываю этот ряд до конца. И теперь у меня начинается после всех этих перевернутых рядочков 73 ряд. Смотрите, 73, 74, 75 и 76, то есть 4 ряда я провяжу только лицевыми петлями. То есть у меня получается будет 4 ряда платочной вязки. Мы этой вязкой как бы отделим наше полотно, вот разделим штанишки и кофточку, как бы так обозначим. Смотрите, вот лицевую гладь у нас в этом ряду не меняется. Изнаночные я провязываю лицевыми за переднюю стеночку. Вот видите, снова изнаночные, просто за переднюю стенку, но лицевыми обязательно. И довязываем 73 ряд таким образом до конца. Теперь начинается 74 ряд. Смотрите, кромочная, и все лицевые мы провязываем за переднюю стеночку. То есть все петли мы вяжем за переднюю стенку лицевыми. Вот такая вот дорожка у нас должна образовываться на лицевой стороне. Затем 75 и 76 ряд мы вяжем точно так же лицевые за переднюю стенку. То есть вот таких дорожек у нас с вами будет впоследствии 2.
Можно сделать и больше. Все зависит от вашего, конечно, вкуса. Вот. А затем мы уже с вами встречаемся и начнем формировать совершенно новый рисунок для как бы нашей такой верхней кофточки. У меня провязано 76 рядов от начала резиночки, то есть сам вот этот узор на штанишках, плюс 4 вот эти рядочка платочной вязки. Теперь я обнуляю вязание. Я его буду теперь начинать считать с первого ряда. Также я еще развесила маркерочки. Смотрите, что они отделяют. Они отделяют полочки. Вот эти голубые маркеры отделяют полочки по 22 петельки. А желтые маркерочки делят сектора, на которых это вот спинка. То есть от голубого до голубого маркера это идет спинка. На спинке у нас будут также узоры. Сейчас у нас будет все меняться. И это сектор. Вот узорчик будет. И здесь узорчик. По секторам. Полочка по 22 петельки. Вот эти сектора между голубым и желтым маркером по 21 петле. То есть это уже непосредственно на спинке. Хочу вас предупредить. У меня петельки могут идти или за заднюю, либо за переднюю, так как я распускала изделие, так как неправильно распределила рисунок. Теперь мы его начинаем заново. Рисунок у нас будет состоять также вот из этих двух косичек больших, а между ними у меня будет идти еще одна такая маленькая косичка. Прибавочки. Если вы помните, мы в эти косички добавляли в каждую по 2 петли. Вот, и одна из этих петелек у меня пойдет на полочку 2 петли. Вот, то есть, потому что эта косичка как бы сюда переходит, а вот эта косичка на спинку. То есть на одну косичку у нас как бы есть прибавка, и мы сейчас будем здесь вывязывать вторую косу. Для нее нам нужно сделать также 2 петли. Чтобы не делать в одной делать прибавку, в другой петле не делать прибавку, в косе, извините, я сделаю в каждую косичку по прибавочке, то есть по одной. То есть из 5 петелек мы будем получать 6. Вот. И посередине еще маленькая косичка добавится, в нее мы также сделаем прибавочку. У нас начинается полочка. Кромочная. 2 изнаночных. У вас, я напоминаю, петли все должны идти за переднюю стеночку. Для удобства я буду все переворачивать, если где-то будет прибавка. Так, 2 изнаночные перевернули. Провязали. Далее идут 5 лицевых. Из них мы получим 6. Вяжем 2 лицевые, а в третью я сделаю прибавочку. Она у вас будет выглядеть вот так, за переднюю стеночку. Смотрите, я провязываю один раз эту петлю, переснимаю, одеваю и второй раз прибавка. То есть одну петлю я провязала 2 раза и довязываю, получается, 4-ю и 5-ю петельки. Далее идут 2 изнаночных. А теперь у нас будет маленькая косичка из 3 петелек, и 3 петли мы получим из вот этих 2. Это будут 3 лицевые. Смотрите, таким же образом. Провязываю петлю за переднюю стеночку, переснимаю петлю и снова за переднюю стеночку. И вторую петлю провязываю. Вот у нас получилось 3 лицевые. Далее 2 изнаночных. И снова будет у нас из 5 петелек. Мы будем получать 6. Смотрите, первые 2 мы вяжем. И из 3 петли мы делаем прибавочку, 2 раза провязав их за переднюю стеночку. То есть переснимаем, довязываем 4-ю, 5-ю петлю. Все. И видите, до конца полочки у меня осталось 3 петли. Я их провязываю просто 3 изнаночными петельками. Переснимаю. Это начинается спинка. Здесь, на этом участке, точно так же будет идти точно такой же узор, но в симметричном отражении. Он начинается с 3 изнаночных. То есть как у нас было и здесь. То есть у нас сейчас пойдет вязание как бы от голубого маркера к началу вязания. Далее из 5 петелек мы с вами получаем 6. Вяжем
2 лицевые просто из третьей петли. Вот давайте покажу, если у вас будет за заднюю стенку, вдруг тоже развернуто, покажу, как здесь связать. Смотрите, за заднюю стеночку, а теперь за переднюю. Это даже еще легче. Вот. И 4-ю, 5-ю петлю просто провязываем. Далее идет 2 изнаночных. Далее идет маленькая косичка. Из 2 петелек мы получаем с вами 3 петли путем прибавки в 1-ю петлю. Вот. Далее идет снова 2 изнаночных. И снова из 5 петелек получаем 6 путем прибавочки в 3-ю петельку. 2, 4-ю и 5-ю мы довязываем, и заканчивается у нас все 2 изнаночными. Теперь смотрите, у меня идут 10 центральных петелек оставшиеся. На них вы можете связать точно такую же косу, но вывязывать ее нужно как мы делали в самом начале. То есть из 4 петелек, сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. 4 петли отсюда, 4 петли отсюда. В каждую из 4 петелек надо получить 6, чтобы не было стянутым полотно. То же самое из 4 6 и в середине 2 изнаночных. Я эту косичку дополнительно вязать не буду. Я ставлю только по бокам косички, но вы можете сделать. На этих центральных 10 я просто провяжу лицевые петельки. И начинается сектор рисунка в конце спинки у меня. Он у меня вяжется по аналогии от начала, как в начале вязания. То есть 2 изнаночных. Далее из 5 лицевых мы вывязываем 6 лицевых путем прибавки в 3-ю петлю. Снова 2 изнаночных. Не забываем, у нас идет маленькая косичка между теперь вот этими большими косами. И она также отделяется от них 2 изнаночными. То есть после маленькой косички снова 2 изнаночных связали. И из 5 петелек мы с вами вяжем 6 лицевых. Заканчивается у нас перед началом следующей полочки 3 изнаночными. Теперь полочка начинается наша левая, она вяжется по аналогии, ну, либо симметрично вот этой полочки, то есть от голубого к желтому маркеру, либо такая еще подсказка, она провязывается полностью как начало спинки. То есть начинается она с 3 изнаночных, далее идет большая коса, в которую мы делаем прибавку, не забывайте, в 3-ю петлю, а 4-ю, 5-ю уже провязываем. Далее 2 изнаночных. Теперь будет маленькая косичка из 3 лицевых, которую мы получаем из 2. Далее 2 изнаночных, и заканчивается у нас и этот ряд первый, и полочка большой косой. Также не забываем делать прибавку. И после косички 2 изнаночных и кромочная. Поворотные ряды мы уже с вами вязали, поэтому знаем, где мы вязали изнаночную по лицевой. Здесь это лицевая по изнанке, а где у нас косички все, которые мы провязывали лицевыми петельками, они выглядят изнаночными. И не забывайте, коса у нас теперь 6 изнаночных, маленькая косичка посередине 3 изнаночных, снова большая коса. Между большими и малой косичкой у нас располагаются по 2 лицевые с изнанки, а до проймы, то есть в конце полочек и в начале и в конце спинки у нас идут по 3 изнаночных с лицевой стороны, а здесь они выглядят как 3 лицевые по, то есть изнаночной стороне. И также не забываем, у нас уже состоит коса из 6 изнаночных. Косичка маленькая из 3 изнаночных. Думаю, по аналогии вы уже второй ряд
с вязанием справитесь самостоятельно. То есть петельки уже достаточно хорошо видно. 10 центральных — это наши изнаночные петельки. Как я уже говорила, если вы только не захотели связать на этом месте косичку. Вот. А с вами мы встречаемся уже в третьем ряду. У меня начинается третий ряд. Смотрите, в больших косичках мы перекрещивание делать начнем только с 5-го ряда. А вот в маленькой косичке, давайте до нее довяжем. Это вот маленькая косичка, которая располагается посередине от больших кос. В ней перекрещивания у нас будут происходить в каждом лицевом ряду, то есть через каждые 2 ряда. Смотрите, как это будем делать. Лицевую петельку оставляем не провязанной перед работой. Вяжем следующие 2 лицевые. Теперь меняю вот так их местами и провязываю снятую петлю. То есть одна петелька идет с наклоном налево. Давайте я еще раз вам покажу уже в начале спинки. Мы просто пока до маленькой косички довязываем по рисунку. Так, вот она, смотрите, я покажу теперь с помощью спицы. Петлю оставляем перед работой, вяжем следующие 2 лицевые. И теперь провязываем снятую петельку. Все, теперь вот смотрите, третий этот ряд довязываем по рисунку до конца, не забывая делать перекрещивание в маленьких косичках. То есть вот она располагается еще в конце спинки, и на полочке, соответственно, тоже есть эта косичка. Маркировочки лучше не снимать, особенно если у вас вот на этих 10 петельках также идет коса, иначе вы потом запутаетесь в направлении кос, в каком их вязать. Третий ряд вяжем, затем провязываем 4-й ряд и встречаемся уже с вами в 5-м ряду и начнем делать перекрещивание у больших косичек. 5-й ряд. Смотрите, теперь мы начинаем делать перекрещивание в больших косах. Мы их будем делать по аналогии, как у нас рисунок уже был. То есть первая коса у нас будет идти по направлению направо, вторая коса по направлению налево. То есть у первой косички на полочке, да и в любом потом данном в секторах, мы сначала снимаем 3 петли за работу. Вяжем следующие 3, потом провязываем снятые. Затем мы доходим до маленькой косички. В маленькой косичке, напоминаю, перекрещивания делаются у нас в каждом лицевом ряду. Далее 2 изнаночных. И следующая коса, смотрите, она идет у нас с перекрещиванием налево. То есть 3 петли перед работой. Провязываем следующие 3 петли и затем провязываем снятые петельки. Вот у нас получилось. Одна косичка сюда, другая сюда. Давайте я еще раз вам покажу на примере спинки. Вяжем до нее по 3 изнаночных. Не забываем, что в пройме, ближе к пройме у нас идут по 3 изнаночных. И снова начинается первая коса. У первой косы вот в этом секторе мы вяжем 3 петли сначала за работу, потом провязываем снятые петельки, затем идет маленькая косичка, делаем перекрещивание у нее, вот этой первой петли, она у нас уходит с вами налево, и доходим до второй косички вот в этом данном секторе. То есть это, которая располагается в начале спинки. И 3 петли оставляем перед работой и вяжем. Потом петельки со спицы, а потом только с дополнительной спицы. Все, сектор второй у нас закончился из рисунка этого. Далее у нас идет 10 лицевых и повторяем. Вот на этом секторе, вот они 6 наших лицевых. Сначала
за работу здесь оставляем, здесь перед работой. И то же самое на полочке. За работой сначала, потом 3 петли перед работой. Такие перекрещивания, как и здесь, мы будем делать в каждом 6-м ряду. Не забываем, это 5-й ряд, значит, смотрите, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. И в 11 ряду снова перекрещивание. 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й. И в 17-м снова. Под видео я постараюсь также написать перекрещивание в каком ряду, чтобы не спутаться. Но думаю, вы уже привыкли вот к этому рисунку, поэтому без труда свяжете и вот этот узор. Главное не забывать про эту вот косичку, которая идет посередине. Ну, я думаю, там уже будет очень хорошо видно ее, поэтому вы тоже не запутайтесь. Еще раз повторюсь, маркировочки лучше не снимать, чтобы не запутаться в направлениях кос. Кос прибавилось, поэтому будет чуть-чуть сложновато здесь. Вот. Особенно, если, еще раз повторю, у вас есть еще дополнительная коса вот в этом секторе. Будет тяжеловато справиться без отмеченных вот этих участков. Мы теперь вяжем примерно 10 сантиметров, вот начиная от планочки до пройм. Затем мы будем закрывать небольшое количество петелек на проймы. Но перед этим, конечно, мы с вами встретимся, и я все подробно вам покажу и объясню. Пока продолжаем вязать сам рисунок.